10 ранних симптомов деменции, которые нельзя игнорировать. Если вы регулярно забываете нужные слова и выражения или чувствуете, что стали слишком мнительны, это повод заглянуть к врачу. Только стоит отдельно отметить, что деменцию часто путают с потерей памяти. Но вот только забывчивость, даже в клинической стадии, это только лишь один из симптомов старческого слабоумия. При деменции разрушаются или повреждаются клетки головного мозга, причем в начальных стадиях в разных его частях. У некоторых первым делом действительно страдают области, которые должны хранить воспоминания. В некоторых случаях клеточное разрушение влияет на способность разговаривать, ориентироваться в пространстве или скорость мышления. В других же случаях под ударом оказываются уже поведенческие функции. Чем дальше прогрессирует заболевание, тем больше областей мозга оно затрагивает. И деменция не остановится до тех пор, пока полностью не сотрет личность человека. Вот сегодня мы об этом и поговорим. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. От старческого слабоумия во всем мире сегодня страдают около 50 миллионов человек. Ежегодно к этой цифре добавляется еще 10 миллионов. Видов деменции много. От всем известной болезни Альцгеймера до разнообразных сосудистых нарушений. А теперь плохая новость. Это не лечится. Но в противовес плохой новости есть и хорошая. Развитие слабоумия можно приостановить, а некоторые его симптомы и вовсе сгладить почти до полного исчезновения. Главное, вовремя заметить и принять необходимые меры. Рассмотрим ранние симптомы деменции. Первое. Тревожность, мнительность. Наивный оптимизм – это исключительное свойство юности, а вот с возрастом все мы становимся немного пессимистами, циниками и перестаем верить в розовых единорогов. Это абсолютно нормально. Плохо здесь то, что когда еще вчера жизнерадостный человек внезапно теряет доверие к людям и миру и начинает искать во всем подвох. Человеку все перестает нравиться и становится наш дорогой экземпляр немного параноиком. Такие мнительность и тревожность, особенно если они проявились в характере достаточно резко, очень нехороший симптом. Второй симптом. Сложности с поиском подходящего слова. В таких ситуациях бывал почти каждый, даже молодой и полностью здоровый человек. Просто вспомните ситуацию, вот вертится на языке, а вспомнить не могу. Но одно дело, если случаи эти нечастые или разовые, и совсем другая песня, если они начинают повторяться изо дня в день. Ухудшение способности подбирать нужные слова – еще один из наиболее ярких и ранних признаков наступающей деменции. Симптом номер 3. Участившаяся забывчивость. Забывать, где лежат телефон или ключи время от времени нормально для каждого человека. Но вот если человек начинает постоянно терять вещи или, например, не может вспомнить, о чем разговаривал вчера с коллегой или что съел на обед, то это уже свидетельствует о развивающихся когнитивных нарушениях. Четвертый признак. Депрессия и постоянные перепады настроения. Повреждение клеток мозга может влиять на выработку важных гормонов, в том числе и тех, что регулируют наше с вами настроение. Депрессия наблюдалась у многих больных деменцией на самой начальной стадии заболевания. 5. Изменение личности. И в этой ситуации абсолютно без разницы, в какую сторону они происходят. Бывает и так, что вчерашний жизнерадостный экстраверт внезапно стал ворчливым. Или наоборот, совсем недавно застенчивый человек превратился в чересчур общительного. Любые перемены в темпераменте, характере или коммуникативности – настораживающий сигнал. Шестой признак. Склонность постоянно прятать, перекладывать или накапливать вещи и предметы. Припрятать какую-то вещь, чтобы не потерялась, а затем полдня мучительно искать ее по всему дому. Или, например, отказываться выбрасывать отслужившую свою сломавшуюся мебель или технику, а вдруг пригодится. При прогрессирующей деменции подобные инциденты становятся все более регулярными и выраженными. На седьмом месте у нас потеря интереса к хобби. Апатия и достаточно сильное снижение интереса к занятиям, которыми вы увлекались большое количество времени. Неважно, что это – коллекционирование, спорт, вышивание, а также помимо снижения интереса еще и попытки избегать общения. Это, к сожалению, еще один симптом подкрадывающейся деменции. Номер 8. Бесцельность. Человек просто берет сумку и уходит вроде бы в магазин, но возвращается без покупок. А еще бывает бродит по офису или дому без видимой цели туда-сюда. Или, к примеру, снова и снова задает одни и те же вопросы, хотя ответ на них уже получал. Вот такие поведенческие сложности говорят о потере способности к сосредоточению и планированию. И это тоже является нехорошим признаком. Девятый симптом – нарушение ориентации в пространстве и времени.
Если вы регулярно не можете вспомнить, какое сегодня число либо день недели, или не можете сообразить, где находится дверь в нужный кабинет, или внезапно обнаружили, что забыли короткую дорогу в любимый магазин, хотя бывали в нем не раз, где-то ваш мозг сбоит, необходимо выяснить, где и не опасно ли это. Симптом номер 10. Потеря способности следить за логикой разговора или наоборот, многословность. На теме разговора человеку не дают сфокусироваться нарушения в работе мозга. Он постоянно сбивается на посторонние вещи. Например, в беседе о пользе мяса человек может вдруг удариться в воспоминания, практически не связанные с основной темой. Из-за утрачиваемой способности формулировать четко и коротко свои мысли человеку приходится пускаться в пространные рассуждения, а в процессе он еще и забывает, о чем собственно хотел сказать. Что нужно делать в тех случаях, если начали замечать ранее симптомы деменции? Идеальный вариант – вспомнить, желательно даже записать, все признаки, которые вас тревожат, и обратиться к невропатологу или терапевту. Врач обязательно выслушает вас и расспросит об образе жизни, заглянет в личную карточку и, возможно, предложит пройти некоторые тесты. Например, сдать анализы крови и мочи, на уровень сахара, на гормоны. Возможно, потребуется сделать МРТ мозга или кардиограмму. Дело в том, что на состояние мозга влияют различные факторы: сбой в обмене веществ, эндокринные нарушения, анемия, нарушение кровоснабжения, побочные эффекты от приема лекарств или даже дефицит витаминов. Прежде чем говорить о перспективах деменции, доктор эти состояния должен исключить. Если все-таки ваши подозрения подтвердятся, врач обязательно подскажет, что делать, и при необходимости назначит подходящие препараты, которые смогут защитить клетки мозга от повреждений и поддержать их. Кроме того, понадобится скорректировать образ жизни. Вот несколько рекомендаций. 1. Больше двигайтесь. Физическая активность обеспечивает хорошее кровоснабжение мозга и помогает ему восстанавливаться. Больше катайтесь на велосипеде, гуляйте и старайтесь посвящать тренировкам хотя бы 20 минут в день. 2. Высыпайтесь. Обеспечьте себе не менее 7-8 часов в сутки полноценного и качественного сна. Если у вас бессонница, обязательно обратитесь за консультацией и помощью к терапевту, особенно если вы храпите или подозреваете случай апноэ. 3. Общайтесь. Даже через «не хочу». Социальная активность необходима мозгу как воздух. Именно она помогает ему дольше сохранять здоровье и молодость. 4. Тренируйте свой мозг. Следите за новостями, решайте головоломки, читайте литературу и разгадывайте кроссворды, учите китайский язык, старайтесь каждый день узнавать что-то новое. 5. Бросьте курить. Есть научно обоснованные данные, что никотин может увеличить риск не только сосудистых заболеваний мозга, но и деменции. Особенно это касается тех, кто продолжает курить в возрасте после 45 лет. 6. Не допускайте дефицита витаминов. Некоторые лабораторные исследования умных ученых показывают, что люди с низким уровнем витамина D в крови более склонны к развитию болезни Альцгеймера и других форм деменции. Эти же ученые-специалисты рекомендуют внимательно контролировать уровень потребления витаминов группы В и С. 7. Следите за рационом. Для здоровья мозга лучше всего подходит питание с высоким содержанием фруктов, овощей, орехов, рыбы, оливкового масла. Вот такие вот основные признаки надвигающейся деменции и основные способы, как этой самой деменции максимально избежать. А мы, в свою очередь, как и всегда, желаем вам крепкого здоровья и долголетия. Подписывайтесь на канал, оставляйте пару комментариев, а мы, конечно же, не прощаемся. До скорых встреч!